Кабаева покинула Россию. Куда направилась избранница Путина? В России началась настоящая война. Поле боя – заправка. Власти вынуждены усилить контроль и срочно отправляют силовиков, а ограничения с каждым днем все жестче. Что будет дальше? Лидера российской оппозиции отправили на СВО. Неожиданное открытие. Как такое могло получиться? Расскажем. К 10 российским генералам приставили силовиков. Чего так сильно испугались в Кремле? В одной стране применили водометы, в другой переполнены морги. А причина одна – Европа сражается с новой проблемой. Об этих и других событиях к утру вторника, 30 июня. Утро вторника, пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. Операция по превращению Крыма в остров продолжается. Украина разрушает логистику захватчиков. На этот раз под ударом оказалась важная переправа в оккупированном Новоазовске. По сообщениям российских источников, после серии атак движение по мосту через реку Грузский-Еланчик полностью остановлено. Этот мост является частью трассы, которую оккупанты назвали Новороссия. Она соединяет Ростовскую область с Мариуполем, Мелитополем и оккупированным Крымом. По данным главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на мосту был поражен грузовик, а возникший после этого пожар мог серьезно повредить конструкцию. Район был оцеплен, а проезд полностью закрыт. Позже информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, только оказалось, что результат гораздо масштабнее. Кроме автомоста в Новоазовске, удары были нанесены и по 2 железнодорожным мостам в Луганской области. Результаты поражения в настоящее время уточняются. Российские АЗС стали местом битвы. Видео с драками на заправках становятся ежедневными. И теперь эти криминогенные зоны будут патрулировать силовики. Первыми такие меры официально предприняты в Иркутске. Власти задействовали сотрудников полиции и Росгвардии. Ограничения с каждым днем становятся все жестче. Продажу топлива физическим лицам приостановили в Новосибирской области. Власти утверждают, что это затронет только отдельные АЗС, правда, не называют какие. Решение официально связывают с, цитирую, напряженным режимом. Без всяких властей начали ограничивать продажу бензина в Москве и Подмосковье компании «Газпромнефть» и «Лукойл». Что, брат? Бензин закончился? Я уж думаю помочь, но с бензином не помогу. Но добрался топливный кризис и до самых невероятных мест. Посмотрите, какая километровая пробка. Вот это все, люди стоят в очереди на заправку. Как утверждается, это очередь за топливом на том самом элитном Рублевском шоссе. Получается, теперь и обычные москвичи, и миллиардеры стали равны. А через месяц в очереди можно будет и Путина встретить, и все ему сказать в лицо. Ладно, помечтали и хватит. Александр Лукашенко нашелся. После 2-дневных загадочных посиделок у Путина белорусский диктатор отправился в Пекин. Часто встречаемся. Хозяин встретил гостя неожиданным вопросом, спросив, вылетел ли тот в Китай из Минска. Вряд ли Си Цзиньпинь впал в деменцию. Скорее, это была легкая издевка. А Лукашенко пришлось объяснять, что сначала ему пришлось заехать к московскому сюзерену. Прямо из Минска? Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я летел в Пекин. Правда, место для обмена комплиментами тоже нашлось. Китай и Беларусь – железные друзья. О визите не объявляли заранее, как это принято. Не было и традиционных интервью китайским СМИ накануне, а это свидетельствует о том, что поездка готовилась аврально и у кого-то сильно подгорает. С одной стороны, недавно Лукашенко поставил ультиматум Владимир Зеленский. С другой, Москва, очевидно, пытается втянуть вассала в войну с Украиной. И старому диктатору нужна срочная поддержка от большого красного брата. Но товарищ Си, похоже, не спешит с рукой помощи. Как отмечает телеграм-канал «Китайская угроза», информационное сопровождение необъявленного визита приглушили.
На политическом портале Гуанча, где обычно обсуждают все политические новости, сообщение о встрече Лукашенко с Си Цзиньпином перенаправляет редиректом на статью Синьхуа, без возможности оставить комментарий, что довольно необычно. Любопытно, что ранее Лукашенко анонсировал совсем другой маршрут и говорил о визите в Индонезию. Но в итоге первым пунктом его длительной командировки неожиданно стал именно Китай. Владимир Путин усиливает охрану самого ценного россиянина, а именно Владимира Путина. Хозяин Кремля распорядился увеличить штат Федеральной службы охраны, причем это происходит уже в 4-й раз с февраля 2022. Как заметила Верстка, с 1 июля численность только центрального аппарата ФСО вырастет с текущих 785 до 812 человек. Для сравнения, в начале 2022 года тут служили 725 сотрудников. Как ранее писали в западных СМИ, после февральского покушения на иранского аятоллу в Кремле стали еще более опасаться покушений на Путина, в том числе с использованием беспилотников. Из-за этого инициатор агрессии стал реже появляться на публике, а его поездки сопровождает бронетехника, системы радиоэлектронной борьбы и вертолеты. Дополнительные меры безопасности не ограничиваются только главным лицом режима. ФСО поручено также усилить охрану 10 высокопоставленных генералов Минобороны, в том числе 3 замов главы Генштаба. Еще недавно Валерий Герасимов был единственным военачальником под такой охраной. Такие изменения, скорее всего, связаны с серией покушений на российских генералов со стороны спецслужб Украины. А может, ФСО заодно присматривает за генералами, чтобы они не сбежали. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. В соцсетях этого бунтовщика уже похоронили. Оказалось, новый Пригожин жив. Но есть нюанс. Военный, который пригрозил Путину мятежом, действительно оказался за решеткой. Но формально вовсе не за свои громкие заявления. Как выяснила Верстка, участника войны против Украины Александра Лунина арестовали по статье о демонстрации экстремистской или нацистской символики. Ну и никаких других подробностей. Незадолго до этого он записал обращение к Владимиру Путину, в котором рассказал о пытках и поборах в армии, а также предупредил, что военные могут развернуть оружие против Кремля. Ролик набрал около 18 миллионов просмотров. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. После публикации видео в доме Лунина прошел обыск. Его жена рассказала, что силовики изъяли технику, а сам военный перестал выходить на связь после поездки в Москву. Позже стало известно о его аресте. Сам Лунин затем утверждал, что не призывал к перевороту, а лишь пытался донести до Путина информацию о ситуации в армии. Вот такой он русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Один из самых известных в мире лидеров российской оппозиции отправился на СВО. Правда, есть один нюанс: не по своей воле и посмертно. До такого не додумался бы даже автор «Мертвых душ» Николай Гоголь. Но больная фантазия российских вербовщиков не знает границ. Авторы проекта «Родина героев» в порыве заманить новых желающих убивать украинцев настолько ушли в параллельную реальность, что изобразили на агитационном сайте Алексея Навального. Ситуация выглядит особенно парадоксально на фоне того, что по всей России кандидатов от партии «Яблоко» штрафуют и снимают с выборов за фотографии Навального, опубликованные много лет назад. Сам политик, умерший в заключении еще в феврале 2024 года, и после смерти пугает режим Путина и до сих пор остается в списке террористов и экстремистов. Эксперты ряда стран пришли к выводу, что Навальный был отравлен в колонии ядом древесной лягушки. Как заметил публицист Игорь Эйдман, чекисты могли выбрать этот экзотический метод не случайно. Цитирую: «Их яд шаманы использовали тогда, когда хотели уничтожить не только воина, а и его дух, чтобы он не смог переродиться».
Для россиян шенгенских виз станет еще меньше. Прием документов сразу в 3 российских визовых центрах приостановила страна, которая еще недавно была надежным агентом Москвы в ЕС, а именно Венгрия. Заявления перестали принимать в Казани, Самаре и Уфе. Причины такого решения новые власти в Будапеште не объяснили, лишь пообещав сообщить отдельно, когда работа возобновится. При Орбане Венгрия считалась одной из самых доступных стран для получения шенгенской визы. Записаться туда было проще, чем в консульство Италии или Испании, а документы рассматривали примерно в течение 2 недель. Но теперь правительство Венгрии возглавляет Петер Мадьяр, и первые изменения в отношениях с Россией становятся все заметнее. Россия снова бомбит украинские города. В Днепре ракетами ударили по частному предприятию. Погибли 5 человек, еще 30 получили ранения. 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Российские Z-каналы утверждают, что для атаки использовался комплекс «Искандер-М». А в Запорожье россияне обстреляли автобус, в результате чего погибли 3 человека. Также захватчики нанесли удары по объектам энергетики в Сумской, Одесской и Черниговской областях. Немецкая полиция вывела на улицы Берлина водометы, но на этот раз не для разгона протестов. Машины проехали по центру города и охлаждали всех желающих слабой струей воды. Среди остановок были Бранденбургские ворота, Потсдамская площадь и район Рейхстага. Желающих освежиться оказалось более чем достаточно. Жара в Германии бьет рекорды. Ночью температура местами не опускалась ниже 29 градусов, что, по предварительным данным метеорологов, стало самой теплой ночью за всю историю наблюдений. Днем столбики термометров поднимались выше 41 градуса. А вот во Франции ситуация гораздо жестче. Из-за экстремальных температур в Париже переполнены морги. Тела перенаправляют в пригороды. Обычно в это время года в столице страны умирают около 7 человек в день, но во время нынешней волны жары число смертей выросло в 15 раз, достигая 109. За сутки службы скорой помощи получили около 3500 вызовов. Это почти вдвое больше обычного. Рекордная жара стоит и в восточной части Европы. В Польше зафиксирован температурный рекорд июня – 38,9 градуса Цельсия. Но солнечная Беларусь оставила соседку позади. В Пинске воздух прогрелся даже до 40,4 градуса Цельсия. А как вы справляетесь с рекордными температурами? Поделитесь своим способом скрыться от жары. Личную яхту Путина снова заметили в море, причем путешествует она не одна. По данным датских СМИ, суперяхта Graceful, которую пресса связывает с хозяином Кремля, прошла через датские воды. Сначала судно прошло через пролив Большой Бельт, а затем взяло курс к северной оконечности Дании. Яхту сопровождает серьезная охрана, а именно 2 российских военных корабля – эсминец и патрульный катер. Похоже, Алина Кабаева решила покинуть Россию. Как думаете, это она на шопинг в Европу или ищет безопасное место, не надеясь на российское ПВО вокруг Валдая? А может, просто решила сбежать? Как думаете? Делитесь версиями. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.